Ива – это очень широко распространенное растение с огромным количеством видов и подвидов. Верба, к примеру, это народное название некоторых видов ив. Ивы растут практически везде в умеренных широтах северного полушария. От Японии через всю Евразию до самой Англии и потом через весь умеренный пояс Северной Америки. В результате ива вошла как в экономическую жизнь, так и в фольклор многих цивилизаций. Так надо. Печальный вид ив, наклоняющихся над водой, их ветви, напоминающие развивающиеся волосы, возбуждали народную фантазию с древности. Ива часто ассоциировалась с загробным миром и привидениями. Древесина у ивы мягкая и быстро гниет, так что строить из нее нельзя. Но вырезать мелкие вещи, ложки, игрушки вполне можно. Но главное, у нее замечательно гибкие прутья, из которых плели корзины, верши и мережи и части мебели. Ива была с людьми всегда. И преимущественно именно это, ее повсеместность и доступность, сделала иву традиционным лекарственным растением, а не то, что в ее коре содержится салицин. Далеко не все виды ивы имеют в коре достаточно салицина, чтобы ее отвар вообще имел какие-то лечебные свойства. Обычный отвар ивовой коры чаще вызывал бы расстройство желудка, чем снижал температуру. Но при отсутствии эффективных лекарств наши предки тащили в рот все подряд, надеясь на лучшее. Популярная история аспирина, как правило, начинается с утверждения о том, что в коре ивы содержится салицин, вещество, которое снижает температуру и уменьшает воспаление. После чего проводится прямая линия от использования коры ивы в Древней Месопотамии до химии XIX века, когда был синтезирован, собственно, аспирин, которым мы пользуемся сейчас. На самом деле эта история не была такой гладкой и последовательной, и вообще существующей. То, что люди в древности пытались использовать иву как лечебное растение, еще не означает, что они понимали, что делали. К примеру, пресловутый Гиппократ, чью клятву дают врачи, только один раз упоминает использование ивы для лечения. И он предлагает окуривать ее дымом матку женщины после выкидыша. Ни с какой реально существующей лечебной способностью ивы это не связано. Более осмысленный древнеримский рецепт, рекомендовавший прикладывать толченую кору ивы, размоченную в уксусе, к мозолям, если вообще и работал, то не благодаря коре ивы, а потому что в нем был уксус. Отец английской ботаники Уильям Тернер в своем XVI веке утверждал, что лихорадку можно вылечить, охлаждая воздух ветвями ивы. Как вы понимаете, это тоже не настоящее лечение. Николас Калпепер в своем травнике приводит множество способов применения ивы, но ни одно из них не связано с обезболиванием или снижением температуры. Он предлагает ее для остановки кровотечения, для сдержания похоти, а также для стимуляции мочеиспускания. Повторюсь, то, что люди пытались использовать иву для лечения, не означает, что они понимали, что делают, и она им реально помогала. Даже когда в конце XVIII века кора ивы действительно была использована правильно и по делу, эти первые эксперименты основывались не на каких-то научных рассуждениях, а на предрассудках и неправильном выводе, которые просто случайно привели к нужному результату. Самое раннее упоминание об успешном использовании экстракта коры ивы для лечения лихорадки относится к 1763 году, когда английский капеллан Эдвард Стоун попробовал пожевать кору ивы и заметил, что она горькая на вкус. После чего он сделал гениальное предположение, основанное сразу на двух ошибках. Во-первых, капеллан, будучи человеком религиозным,
Был уверен, что Господь в его благости дает нам лекарства из того же источника, откуда происходят болезни. И поскольку ива росла во влажных местах, и малярия тоже распространялась из болот, то он решил, что ива должна лечить перемежающуюся лихорадку. А окончательно его убедило в этом то, что кора ивы оказалась горькой на вкус, как кора хинного дерева, которая реально лечила малярию. И он загорелся идеей использовать ивовую кору как дешевый отечественный заменитель дорогого импортного хинина. Стоун начал сушить кору, толочь ее и делать отвары, которыми он поил малярийных больных. И они у него действительно начали не выздоравливать, потому что, в отличие от хины, которая действительно убивает плазмодия малярии, ивовая кора только снимает симптомы. Но у них спадал жар и улучшалось самочувствие. И таким образом Стоун первым показал на большом количестве пациентов, около 50, что отвар ивовой коры работает как противовоспалительное и жаропонижающее средство, стартовав от совершенно ложных посылок. Но тут, к счастью, наступил XIX век, и химики начали сознательно пытаться выделить из природного сырья активные лечебные компоненты. В случае ивы первым это сделал немец Иоганн Бухнер в 1828 году. Он смог выделить из отвара ивовой коры горькое кристаллическое вещество, которое назвал салицином, от латинского названия ивы – саликс. Через год французский химик Анри Леру улучшил его метод и получил аж несколько десятков грамм салицина, что по тем временам было серьезным достижением. В XIX веке салицин был уже настоящим лекарством. Им пытались снимать боли или лихорадку, но он все еще работал довольно слабо. Не намного лучше чая из ивовых прутьев. К 1838 году итальянский химик Рафаэль Пирия нашел способ получения салициловой кислоты, в которую в результате метаболизма превращается салицин в организме и которая, собственно, и имеет терапевтическое свойство. Салициловая кислота работала гораздо эффективнее, но как лекарство была сущим кошмаром, потому что это была кислота, которую нужно было принимать довольно большими дозами, и она, как можно догадаться, очень сильно раздражала пищеварительный тракт. От нее сильно болел живот, могло начаться желудочное кровотечение. Ее, конечно, применяли, но очень неохотно и искали что-нибудь получше. И тут химия, и в особенности органическая химия, делает семимильный шаг вперед. Как я сообщала в видео об Эйнштейне, в XIX веке химия переживала блистательный расцвет, который состоял не просто в том, что придумали много новых веществ. Произошел принципиальный слом старого научного мировоззрения, давший химикам небывалые производительные исследовательские возможности. В частности, перед ними открылось, что прежнее деление природы на живую и неживую не совсем верно. В начале XIX века органическое означало буквально связанное с живыми организмами. Считалось, что вещества из растений и животных принципиально отличаются от неорганических минералов и металлов и вообще не могут быть получены в лаборатории. Только Господь Бог может вдохнуть в предметы жизнь. Франкенштейн был написан на эту тему. Кошмары, вращающиеся вокруг пугающие и соблазнительные идеи, что ученые в лаборатории могут создать что-то живое. А до тех пор химики считали, что они могут оперировать только неживым. Перелом случился в 1828 году. Фридрих Вёллер исследовал соли циановой кислоты и получил вещество, называемое цианатом аммония. Это считалось полностью неорганическим соединением. Его можно было собрать из минеральных компонентов, безо всякой живой материи. И вдруг при нагревании оно превратилось в мочевину. Мочевина – это очень простое вещество, которое образуется в организме человека и животных при переработке белков. По сути, это способ безопасно вывести из тела лишний азот. Поэтому это удобрение, в ней много азота.
Она выводится с мочой, и в начале XIX века мочевину считали типичным продуктом жизни, чем-то, что может возникнуть только внутри живого организма. Этот продукт живой природы появился у Вёллера в кристаллическом виде в пробирке. Это открыло людям глаза и возможности. Химики поверили в то, что они в принципе могут получать природные вещества в лаборатории. К примеру, лекарства. В тот момент все лекарства еще происходили из природных компонентов. То есть иногда эти компоненты проходили через многоступенчатую химическую обработку, даже салициловая кислота получалась через несколько этапов перегонки, очистки и кристаллизации. Но вначале все равно был какой-то травяной отвар или кора, или сок растения. Хинин производился из коры хинного дерева, морфин из сока опиумного мака, а салициловая кислота из коры ивы. А тут в химических головах забрежила идея, можем ли мы слепить эти вещества прямо из составных частей и избежать всех этих длительных, трудоемких, грязных и хлопотных процедур с натуральным сырьем. Все началось с того, что английский студент-химик Уильям Перкин попробовал синтезировать хинин с нуля, точнее из каменноугольной смолы. Каменноугольная смола – это густая черная жидкость, которая получается, когда каменный уголь нагревают без доступа воздуха. Этот процесс называется сухой перегонкой. В XIX веке это делалось в огромных масштабах. Каменный уголь при этом разлагался на твердый остаток кокс, почти чистый углерод, который шел в металлургию. И смесь газов. Это был светильный газ, которым освещали дома и улицы. А смола оставалась как побочный продукт. Липкая, вонючая, на первый взгляд бесполезная черная дрянь. Ее нужно было как-то утилизовать. Логичный шаг – попытаться разложить ее на составляющие. Химики начали перегонять смолу, то есть нагревать ее и собирать фракции при разных температурах. И обнаружили, что это вполне разделяемая смесь с повторяющимися компонентами. Из нее удалось выделить относительно чистые вещества, названные бензол, фенол, нафталин и анилин. И вот они-то оказались золотой жилой химической промышленности. В 1856 году Перкин, издеваясь над анилином в попытке сделать из него хинин, совершенно случайно получает ярко-фиолетовый краситель. В те годы люди не считали, что, чтобы выглядеть дорого, нужно одеваться в неброские нейтральные тона. Все знали, что чем богаче человек, тем ярче он одет. Потому что краски дороги. До тех пор ткань можно было окрасить в фиолетовый цвет только пурпуром. Это был страшно дорогой и поэтому королевский цвет. Но мавиин Перкина оказался не менее ярким, насыщенным и устойчивым. И производился из отходов. Это был первый синтетический анилиновый краситель. Абсолютный коммерческий блокбастер. Перкин немедленно забил на изготовление хинина и весь отдался получению новых красителей и личной прибыли. Но буквально через несколько лет, в 1859 году, немец Герман Кёльбе смог получить из фенола, другого продукта каменноугольной смолы, салициловую кислоту. Это было очень интересно. Это резко упростило и удешевило добычу салициловой кислоты, повысив ее потенциал как широко употребимого лекарства, хоть и противного. И тут каменноугольная смола снесла еще одно золотое яичко. Вообще-то все эти новые замечательные продукты каменноугольной смолы были порядочной отравой. И красочная промышленность очень быстро почувствовала это на своих рабочих. Несчастные грезетки и соблазненные барышни начали пить анилиновую краску. Это было даже в каком-то рассказе Агаты Кристи. Помогите мне вспомнить, где у жертвы на ночном столике подменили бутылочку с микстурой на бутылочку краски для шляпок. И это заставило широко мыслящих людей разглядеть в ароматических соединениях дополнительный потенциал.
Еще Парацельс замечал, что лекарство и яд – это то же самое дело в дозах. Если вещество ядовито, оно биологически активно, оно может влиять на живой организм. Значит, это можно попытаться использовать. К примеру, нафталин убивал насекомых. Это знаете вы, это знает моль в ваших шкафах. И в Страсбурге пара молодых врачей, Арнольд Хан и Пауль Хепп, попытались с его помощью выгонять глистов у пациентов. Логика в этом была железная. Нафталин – не сильный яд. Глисты подохнут, а пациент выживет. И в процессе этих экспериментов, как утверждает исторический анекдот, они нечаянно вместо нафталина дали пациенту ацетонилит, производное от того же анилина, из которого делали анилиновые краски. Когда эти двое оправились после первого шока, что они заставили пациента выпить отраву, они осознали, что сделали совершенно потрясающее открытие. Пациент не умер и от паразитов не избавился. Зато у него внезапно упала температура. Нужда в жаропонижающих медикаментах тогда была огромна. Фактически никакого эффективного жаропонижающего у врачей не было. Хинин хорошо работал только на больных малярией, а общий жаропонижающий эффект у него очень слабый. Про салициловую кислоту вы уже все знаете. Мокрое полотенце на лоб зачастую было единственным вариантом при температуре 42. Поэтому, когда было обнаружено, что ацетонилит снижает температуру, это привело людей в полный восторг. В 1886 году он вышел на рынок под названием антифибрин. Это был первый синтетический жаропонижающий препарат. Никто понятия не имел, как он работает в организме. И еще 100 лет не будут иметь никакого понятия. Но он работал. К сожалению, довольно быстро выяснилось, что антифибрин тоже отнюдь не безопасен. Это все-таки производная анилина. И при приеме внутрь он вызывает метгемоглобинемию. Это состояние, при котором гемоглобин ломается и теряет способность разносить по телу кислород. Начинаются симптомы, как при недостатке кислорода. Одышка, слабость, синюшность, в тяжелых случаях смерть. И антифибрин вскоре вышел из моды. Однако сам факт, что даже анилин можно изменить настолько, что он не убивал сразу, а сначала лечил, было очень интересным наблюдением. Это вызвало особый интерес к хорошо известной реакции ацетилирования. В то время уже были некоторые хорошо устоявшиеся известные реакции, с помощью которых химики могли не случайно, а совершенно осознанно и расчетливо изменять свойства вещества. Несмотря на то, что атомы и молекулы все еще были недоказанной гипотезой, но Менделеев уже рисовал свою таблицу, химики понимали, что такое валентность, умели разложить вещества на составные части, и имелось понимание радикалов, активных групп, кусков вещества с определенными функциями и свойствами. И химики знали, что, манипулируя этими активными группами, они могут направленно изменять свойства веществ. И вот реакция ацетилирования была одной из таких манипуляций. Вещество подвергали воздействию продукта какой-то кислоты, где к этой кислоте приделан маленький хвостик, ацетильная группа. И в процессе реакции кислота передает ацетильную группу этому веществу, после чего вещество становится менее реактивным. Что значит сделать вещество менее реактивным? Оно менее склонно вступать в реакции со всем вокруг себя. Зачем это нужно было делать? Ну, во-первых, такое вещество становится более устойчивым. Оно медленнее разлагается, более предсказуемо себя ведет. И кроме того, оно становится менее токсичным. Потому что токсичность – это, в общем-то, способность вступать в реакции с веществами, находящимися в нашем организме. Менее реактивные вещества менее токсичные. И ацетильная группа как бы затыкает самую активную часть. И теперь, после всего этого длинного рассказа, вы можете наконец понять, как так вышло, что аспирин изобрела компания, производившая краски. Потому что это сейчас звучит дико, но во второй половине XIX века между производством красок и производством лекарств
Был один шаг и одни и те же люди. Желание сделать краски менее токсичными было у многих. Нет ничего удивительного, что у страсбургских медиков в шкафу нашелся ацетилированный анилин. Успех антифибрина вдохновил начальство немецкой компании Friedrich Bayer Company, производившей анилиновые красители, попробовать поискать другие полезные лекарства, играя с соединениями, получаемыми из их любимой черной грязи. А также попробовать сделать уже известные лекарства менее вредными путем ацетилирования, раз уж это так помогло в разработке антифибрина. Была создана специальная фармацевтическая группа, возглавляемая Артуром Эйхенгрюном. В 1894 году к ним присоединился молодой химик Феликс Хоффман. Эти двое стали ключевыми фигурами в разработке аспирина и основными фигурантами последующих споров о том, кто из них был настоящим отцом аспирина. Общий метод ацетилирования они не придумывали, все было придумано до них. В принципе, ацетилсалициловую кислоту, которую мы называем аспирином, впервые синтезировал французский химик Шарль Герхард еще в 1853 году. Но он тогда не пытался создать лекарство, он просто работал с этим типом реакций, и в одной из них он получил гремучую смесь, в состав которой входила в том числе ацетилсалициловая кислота. Но туда входила также соляная кислота и бог знает что еще. Поэтому аспирин он не изобрел и лечить этим людей не пробовал. Феликс Хоффман в 1897 не просто повторил его реакцию, он выбрал другие компоненты, уксусный ангидрид в частности, который передавал ацетильную группу салициловой кислоте, затыкая ее гиперреагентную часть. Но ключевое отличие работы Хоффмана состояло не столько в самой реакции, сколько в том, что он получил целевое вещество в воспроизводимо чистом и стабильном виде. После проведения реакции он делал очистку полученной смеси от всех примесей. Далее вещество растворяли в горячем растворителе, затем давали раствору медленно остыть. Выпадали чистые кристаллы ацетилсалициловой кислоты. Это уже можно было применять как лекарство. Это был фармакологический продукт. Компания Bayer провела серию внутренних тестов для оценки эффективности и безопасности нового соединения. Результаты оказались положительными, и компания приступила к коммерциализации нового лекарства. Его название – аспирин. От названия ацетилсалициловой кислоты на немецком языке – ацетилспирзаура. А в аспирине взято от ацетилирования, спир от спирзаур и ин – просто типичное окончание для лекарства. В январе 1899 компания Bayer зарегистрировала название аспирин в качестве торговой марки и начала продавать препарат врачам. И аспирин оказался просто волшебным средством. Никто не понимал тогда, почему аспирин работает так хорошо. Все думали, что это волшебство немецкой технологии, магия чистоты и качества. Только спустя много десятков лет выяснилось, что аспирин не просто был более мягким вариантом салициловой кислоты. Он проворачивал в организме двойную работу. После всасывания в тонком кишечнике аспирин попадает в кровь и быстро распределяется по тканям. При этом он не остается в исходном виде надолго, но достаточно легко распадается. Ацетилсалициловая кислота отпускает ацетильную группу, превращаясь назад в салициловую, после чего салициловая кислота работает так же, как она и раньше работала, но уже проскочив пищеварительный тракт, где она так раздражала слизистую. Но до этого происходит важная вещь. Ацетильная группа тоже не пропадает впустую. Она связывается со специальными ферментами, которые участвуют в синтезе простагландинов. Простагландины – это такие местные химические сигналы тревоги. Когда у клетки начинаются проблемы. Она повреждена, воспалена, обожжена, заражена. Рядом начинают быстро вырабатываться простагландины. Они сообщают окружающим тканям и нервам, что здесь проблема, что надо реагировать. И организм реагирует.
Нервные окончания становятся чувствительнее к боли, сосуды расширяются, кровь приливает. В мозге меняется настройка термостата, из-за чего поднимается температура. То есть простагландины – это на вроде вопля ваших клеток. Простагландины создаются специальными ферментами. Не будем углубляться дальше, скажу только, что аспирин именно что блокирует работу этого фермента, затыкая его своей ацетильной группой. После этого фермент уже не может нормально производить простагландины. Реакция организма на проблему снижается. Все равно, что на клетку надели намордник. Она уже не кричит Обратите внимание, что никто никого в этот момент не лечит. Проблемы у клеток остаются, просто их панические вопли приглушаются, и организм не так резко на них реагирует. Снижается температура, боль, воспалительные реакции, краснота, опухоль. Аспирин не снимает все воспаление целиком, но он ослабляет одну его важную часть. За объяснение этого процесса, как аспирин блокирует выработку простагландинов, Джон Вейн, Суни Бёркстрöm и Бенгт Самуэльсон получат Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1982 года. То есть аспирин оказался лекарством двойного действия. Сейчас мы уже разбаловались наличием других, более эффективных противовоспалительных и жаропонижающих препаратов, но в начале 20 века аспирин произвел фурор. Люди перестали умирать от воспаления, вызванного инфекцией или травмой, сгорать в лихорадке тифа и пневмонии, мучиться от ревматизма. А когда пришла эпидемия испанки, тяжелого гриппа с очень высокой температурой, аспирин почти что обожествили. И сейчас некоторые исследователи подпускают спорную гипотезу, что именно аспирин, а не грипп как таковой, был ответственен за высокую смертность в те годы. Потому что врачи пичкали им пациентов, не зная о его потенциально опасных побочках. Когда в конце 19 века появился аспирин, его нельзя было запатентовать как вещество, потому что ацетилсалициловая кислота уже была известна химикам со времен Герхарда. Это означало, что любая химическая фирма теоретически могла ее производить. Но Байер продавал не ацетилсалициловую кислоту, он продавал аспирин. Никогда еще до этого лекарство, приличное лекарство, продававшееся в аптеках и не шарлатанами на ярмарках, не рекламировалось так агрессивно. «Покупайте только аспирин, Байер!» – кричала реклама. Байер напирали на чистоту и качество их аспирина, на важность соблюдения дозировки. Вместо типичного для того времени порошка на развес, они рано и повсеместно начали изготовлять дозированные таблетки, помеченные их фирменным крестообразным логотипом. Чтобы отбить у врачей желание выписывать любые другие формы ацетилсалициловой кислоты, они нарочно внесли его в фармакопею США с намеренно запутанным общим названием моноуксусный эфир салициловой кислоты. Ни один больной не попросит в аптеке моноуксусный эфир салициловой кислоты. Все просили просто аспирин, даже если им потом отсыпали отечественный порошок, а не импортное лекарство в таблетках. И очень скоро слово «аспирин» превратилось из бренда в фактически название вещества, как произойдет потом с ксероксом и термосом. Байер капитально просчиталась. Вместо того, чтобы вытеснить из умов потребителей своих конкурентов, они добились того, что их торговая марка ушла в народ и превратилась в имя нарицательное. Напишите внизу, под каким названием в вашей стране продается аспирин, не производство фирмы Байер. Просто аспирин или все-таки ацетилсалициловая кислота? Впоследствии оказалось, что аспирин не так уж и безопасен. Дело в том, что простагландины присутствуют в организме не только в периоды болезни. Они также работают в ежедневной защите тканей, особенно слизистой желудка. Они фактически не дают собственной желудочной кислоте слишком легко ее разъедать. И когда аспирин снижает уровень этих защитных простагландинов, слизистая желудка становится уязвимее, что может привести к гастриту и даже язве и внутренним кровотечениям.
Не просто потому, что аспирин – это кислота, а потому, что он способен выключать химическую систему защиты желудка. Он также вмешивается в образование тромбоцитов в крови. Поэтому маленькие регулярные дозы аспирина сейчас прописывают людям для профилактики инсультов и инфарктов. Но одновременно аспирин препятствует нормальному сворачиванию крови, что тоже может провоцировать внутреннее кровотечение. А есть еще синдром Рея. Редкое и смертельно опасное состояние, поражающее детей и подростков, перенесших вирусную инфекцию и принимавших при этом аспирин. Мы до сих пор точно не знаем причин его возникновения, но детям перестали давать аспирин во время вирусных болезней. То есть в целом аспирин – это сравнительно безопасное и хорошо проверенное долгим временем лекарство. Но это не означает, что его можно принимать бесконтрольно и беспечно. Принцип Парацельса никто не отменял. Доза делает лекарство ядом, а яд лекарством. Мы все еще учимся и узнаем новое о том, как работает наш организм. И грубые вмешательства в его работу, даже с самыми добрыми намерениями, могут иметь далеко идущие и очень печальные последствия. Не будьте как древние люди, не тащите в рот все подряд, надеясь, что оно вам поможет. Будьте здоровы и не увлекайтесь новомодными лекарствами. До новых встреч!